В начале этого мультсериала обезьяны Симеона собираются на своем родовом дереве, чтобы приветствовать рождение двух новых сыновей у царя обезьян. Царь Симеон правит десятками обезьян на старом дереве, где-то в самой пустыне саванны. В это время Владимир, верный советник царя, сообщает царю об новой проблеме. Оказывается, что королева родила двух сыновей вместо одного. Первый принц – это обезьяна, такой маленький и слабый, а второй сильный и здоровый примат. Поскольку крошечная обезьянка появилась на свет первой, именно она является прямым наследником престола. После приходит ведьма-обезьяна и советует королю избавиться от крошечного принца, так как он является плохим предзнаменованием. Она говорит ему, что он ошибка природы, и обезьяны никогда не примут его как своего принца. После король уступает и отдает малыша Владимиру, чтобы тот расправился с обезьяной, пока его королева спит. На следующий день, проснувшись, царица ищет своих детей и заставляет царя пообещать, что он позаботится о них вместо нее. После этого она спокойно умирает. Позже царь Симеон представляет кронпринца Ваню, сильную и здоровую обезьяну, обезьянам королевства. Владимир отводит слабую обезьяну на утес, чтобы бросить ее в пасть волку. Но ребенок цепляется за руки Владимира, заставляя его на мгновение передумать. Однако Владимир все равно предан царю, поэтому он бросает обезьянку и уходит. Этим временем слабая обезьянка не попала прямо в пасть волка, а повисла на лозе. Но волк наконец срывает малыша с лозы и кусает за одну из его рук. Прежде чем волк успевает нанести малышу урон, его спасает другая хоботоногая обезьяна. Этот малыш не может ходить как настоящая обезьяна, потому что его правая рука разрушена укусом волка, поэтому его спаситель, которого зовут Ян, позволяет ему кататься на своей спине. Вскоре слабая обезьянка, теперь уже взрослая обезьяна по имени Эдвард. Он все еще едет на спине Йена, потому что одна рука больше не работает. Эта рука остается в его набедренной повязке на протяжении всего мультфильма. Вместе с Яном они хорошие друзья, которые ладят друг с другом, также пререкаются и присматривают за друг другом. После этого они уходят далеко от других обезьян. Одной ночью у Йена начинаются проблемы с речью, поэтому он не может нормально общаться. В их маленьком сарае Эдвард ищет инжир, который он хранил в ямке, прикрытой листьями. Он спрашивает об этом Йена, но обезьяна заявляет, что ничего не знает, и между ними начинается спор. После Эдвард находит мышь и понимает, что это она съела его фиги. Он начинает преследовать ее, но не может поймать одной рукой. Вскоре он обнаруживает сок дерева и собирается использовать его в качестве ловушки для мыши, но его отвлекают звуки какого-то рога. Этот рог объявляет о начале игры в кокобол. Это спорт, который любит Ян и Эдвард. Ян не хочет идти, так как их часто дискриминируют другие обезьяны, но Эдвард убеждает его пойти, и они устраиваются на ветке, чтобы понаблюдать за этой игрой. После обезьяны, висящей на лианах, перебрасываются мячом, стремясь попасть в пасть черепа. Мяч – это плод кокосового ореха. Вскоре Ваня забивает мяч первым, и толпа аплодирует ему. Позже начинается другой матч, но его прерывает, когда Ян пытается поймать мяч, но падает с ним вниз головой, сбрасывая при этом тарелки с лиан. Мяч отскакивает и падает в яму, и пираты злятся, окружают Йена, чтобы избить его. Но Эдвард быстро что-то придумывает. Он использует сок дерева, который нашел, чтобы достать мяч. После потрясенные приматы собираются вокруг Эдварда, спрашивая, как он это сделал и что это за волшебство. А тут появляется Ваня и отбирает мяч у Эдварда. После Ваня пытается бросить мяч, но его рука прилипает к мячу из-за древесного сока. Другие приматы пытаются снять его с мяча, но также застревают. Вскоре этот хаос заканчивается, когда мяч вылетает из их рук и приземляется на голову самого царя Симеона. После Владимир пытается снять его, но при этом вырывает клок его волос. Царь наконец хочет узнать виновника этого торжества, но его подбрасывает Владимир и его двоюродный брат Сергей. После ведьма замечает Эдуарда и спрашивает Владимира, избавился ли он от ребенка, как его просили. И Владимир втайне подтверждает, что действительно выбросил ту обезьянку. После она угрожает ему и отправляет искать новое решение. Однако Иван подслушивает их разговор и обращается к отцу с вопросом о том, что другая обезьяна может отобрать у него трон. И царь Симеон обещает что-то предпринять. Позже Эдвард и Ян в своем гнездышке спорят о Белых горах, которые всегда снятся Яну. Но по приказу короля появляются Сергей и Марсель. Они сообщают Эдуарду, что его вызвал сам король. После присутствия короля Эдварда его обвиняют в занятиях магией, и он снова объясняет, что это не магия, а несколько фокусов, которые он открыл. После он демонстрирует королю некоторые из этих трюков. Он делает корону из листьев и делает зеркало,
наливая воду в лист. Король впервые видит свое отражение и поражается его чертам лица. Эдвард также делает для короля качели и продолжает с ним разговаривать. Но внезапно на них нападает трое насекомых, вызванных колдуньей. Царя Симеона сбрасывает с качелей, а Эдуарда ведьма обвиняет в покушении на убийство самого короля. И после Иван приказывает снова сбросить его со скалы, а Яну остается только смотреть на это. После царь Симеон поднимается наверх и требует рассказать, кто сбросил Эдуарда со скалы. Иван говорит, что он пытался убить его, но царь Симеон обвиняет Ивана в убийстве другого Симеона. В этот момент Эдвард просыпается и обнаруживает, что его сбросили с дерева. Сам Ян, оказывается, висит на лозе, но она слишком высока, чтобы Эдвард мог дотянуться до него. Он все же оставляет Йена и отправляется в одиночку в пустыню. Вскоре он видит двух гигантских страусов и пытается схватить виноградную гроздь, свисающую изо рта одного из страусов. В процессе он учится стоять на двух ногах, так же, как и они. После появляется стая волков, и троице приходится бежать. Вначале Эдвард бежит назад, но замечает, как бегут страусы. Он начинает бежать вперед и радуется, что теперь может двигаться очень быстро. Вскоре его одна рука больше не будет ему мешать. В этот момент другие обезьяны видят, как он бежит, и также подбадривают его. Трио выбегает на поле, заполненное носорогами, и бежит мимо них, пока носороги не видят приближающих волков и не начинают также бежать. Теперь уже Эдвард бежит от носорогов и волков. Эдвард добегает до конца тропинки, и носороги начинают катиться, как броненосцы. Видя, что Эдвард вот-вот будет раздавлен этими носорогами, король Симеон вскакивает и пытается спасти его. Он отбивается от нескольких броненосцев, но прыгает перед Эдуардом, когда видит, что вот-вот тот будет раздавлен. После хаос утихает, а царь Симеон сильно ранен в результате этой драки. Иван подходит к ним с лозой, чтобы помочь Симеону подняться. Наконец царь Симеон перед смертью говорит Эдуарду, что на самом деле это он его отец. Иван уносит тело Симеона и говорит Эдуарду, чтобы тот не считал их никакими братьями. Позже Иван коронуется как новый царь и увольняет Владимира за то, что тот не выполнил свой долг избавиться от Эдуарда в детстве. Сергей берет на себя работу Владимира, а для Ивана наступает время выбора новой невесты. Но вместо того, чтобы взять жену, Иван делает заявление, что все обезьяны будут в его распоряжении, и он имеет абсолютную власть над всеми ними. Вскоре начинается буря, и Владимир отвергается всеми обезьянами. Эта буря становится все сильнее, и появляется торнадо. В этот момент Эдвард обнаружит в торнадо Люси и влюбляется в нее. Вскоре он бежит за ней, и они становятся настоящими друзьями. После Эдвард учит ее стоять на двух ногах, и они обнаруживают огонь из вулкана. Взволнованный Эдвард приносит кусочек огня обезьянам и рассказывает о нем. Но они не принимают его и по приказу Ивана побивают камнями. Позже Эдуард уходит с Люси разочарованный. Он отгоняет волка от его убежища с огнем и поселяется в пещере вместе с Люси. Другие обезьяны все так же наблюдают, как Люси и Эдуард учатся ловить фрукты, убивать кроликов и других мелких животных. А Эдуард также научился управлять волком. После обезьяны покидают Ивана и дерево предков, когда больше не могут выносить его голод. Ведьма вызывает дух дерева, чтобы напугать обезьян, но молодой примат Диего решает пойти на звук, и они обнаруживают, что никакого духа на самом деле нет. Это все сделала ведьма. Она вскоре пытается уничтожить его, но он спасается и открывает всем правду. После обезьяны покидает дерево и направляется в пещеру Эдварда и Люси. Гизела, самка обезьяны, которая всегда любила Ивана, решает все же остаться с ним. Позже Люси не приветствует обезьян, после того, что они сделали с ней и с Эдвардом. Но обезьяны разговаривают с Эдуардом и просят его заступиться за них. Обезьяны также обещают поесть и уйти, но Люси все же впускает их в свой дом. После они едят, но уже не уходят. В ту ночь они устраивают в пещере вечеринку, а Ваня и Гизела наблюдают за ней грустными лицами. После они продолжают наблюдать в течение нескольких месяцев, пока обезьяны строят себе новую деревню. Люси и Эдуард женаты и уже ждут сына. После они решают назвать ребенка в честь Эдварда, Яна. Тем временем ведьма замышляет месть обезьянам за то, что они бросили дерево предков. В один день Люси отдыхает дома, а Эдвард помогает остальным жителям деревни со строительными работами. Все обезьяны теперь работают на двух ногах, как сам Эдвард. Теперь они могут сами добывать себе пищу, а Диего может рисовать реалистичные изображения. Но позже возникает спор между Сергеем и новыми приматами, которые ищут себе убежище. Сергей говорит, что укрытия для них нет, и прогоняет их. А Эдвард пытается их утихомирить, и пока он это делает, в деревню вторгается саранча и уничтожает все, над чем они так долго работали.
После Сергея и обезьяны убеждены, что в этом виновата сама ведьма, и отправляются за ней. Люси говорит Эдварду спасти Ваню, пока толпа не добралась до дерева. Эдуард зовет и Ваню, но тот не откликается. После толпа приходит к дереву, и Иван выходит из своего укрытия. Обезьяна обещает отпустить его, если он отдаст им дерево, но он обещает отпустить их живыми, если они уйдут сами. В это время Гизела пытается защитить царя, но Сергей приказывает обезьянам избить самого Ивана. Иван сопротивляется, но его одолевают, а Эдуарду также не дают вмешаться. После Сергей приказывает обезьянам разрубить дерево и поджечь его. Эдуард спасает Гизелу до того, как дерево взрывается, однако он оказывается в ловушке под горящей веткой. Он зовет на помощь Ваню, тот уступает и все же помогает Эдуарду. Они вместе убегают, прежде чем дерево взрывается, а ведьма остается на дереве и погибает вместе с ним. Чуть позже, когда они приходят в себя, все вокруг заполнено дымом. Дерево полностью сгорело, и обезьянам ничего не осталось. Иван и Эдуард прекращают свои разногласия и открывают обезьянам свои отношения. А Сергей пытается вызвать панику среди обезьян, но Эдуард с помощью Ивана призывает обезьян ко всеобщему порядку. Он говорит им, что у них есть надежда, и рассказывает о мире за Белыми горами. После обезьяны следуют за птицами к Белым горам, и им открывается новый мир, полный зеленых деревьев, воды и огромных гор. В финале этого мультфильма все обезьяны счастливы, Эдвард снова видит Йена, а Люси смотрит на танцующих друзей и улыбается. И на этом все, друзья. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на мой канал и напишите ваши мысли в комментарии. Что скажете? Также посмотрите эти видео. Я желаю вам хорошего дня.